Есть интересные наблюдения в физиологии и нейронауке. Когда человеку меняют ритм дыхания, у него меняется не просто самочувствие. У него меняется способ восприятия происходящего. В лабораторных условиях людям задавали разные режимы дыхания. Не просили успокоиться, не давали установок, не объясняли, что должно произойти. Просто меняли частоту и глубину дыхания. И дальше смотрели, что происходит. Первое, что фиксируется, меняется уровень углекислого газа в крови. Это напрямую влияет на сосуды, они либо сужаются, либо расширяются. Меняется кровоток, в том числе в мозге. Параллельно включаются разные отделы нервной системы. Либо активируется режим напряжения, учащенный пульс, повышенная готовность, ускоренная реакция. Либо включается противоположный режим – замедление, снижение реактивности, более стабильное состояние. И дальше начинаются интересные эффекты. В экспериментах людям давали одинаковые задания – оценить изображение, принять простые решения, отреагировать на стимулы. При поверхностном и частом дыхании люди чаще отмечали нейтральные изображения как тревожные. Быстрее реагировали, но чаще ошибались. Склонялись к более резким и простым решениям. Хуже удерживали внимание. При замедленном дыхании те же изображения воспринимались спокойнее. Снижалась склонность видеть угрозу. Решения становились менее импульсивными. Возрастала устойчивость внимания. При этом сами задачи не менялись. Менялся только ритм дыхания. Есть еще один пласт наблюдений, уже через мозговую активность. При разном дыхании по-разному работают области мозга, связанные с эмоциями и оценкой. Например, миндалевидное тело, которое участвует в распознавании угрозы, становится более активным при частом дыхании и менее активным при спокойном, замедленном. То есть буквально меняется настройка чувствительности. Одни и те же сигналы начинают восприниматься либо как значимые, либо как нейтральные. В исследованиях с принятием решений это тоже видно. При учащенном дыхании возрастает склонность к рискованным или, наоборот, защитным решениям. Снижается способность выдерживать паузу, усиливается реакция на краткосрочные стимулы. При более ровном дыхании увеличивается точность оценки. Решения принимаются медленнее, но стабильнее. Снижается зависимость от мгновенных импульсов. Отдельно смотрели на восприятие боли и дискомфорта. При одном и том же воздействии, при частом дыхании, ощущения оцениваются как более интенсивные, при замедленном – как менее выраженные. То есть меняется не сам стимул, меняется его переживание. И это ключевой момент, потому что в этих экспериментах не меняли внешний мир, не меняли задачи, изображения или условия. Меняли только дыхание. А в итоге менялось поведение, оценка, реакция и общее ощущение происходящего. Есть еще интересные наблюдения в психофизиологии. Когда у человека сбивается дыхание, ухудшается способность различать тонкие различия в информации. Он быстрее обобщает, упрощает, реагирует по шаблону. Когда дыхание выравнивается, возрастает точность различения, способность замечать детали, удерживать контекст. То есть фактически один и тот же человек в одних и тех же условиях при разном дыхании ведет себя по-разному и воспринимает происходящее по-разному. И это создает очень простое, но непривычное понимание. Восприятие ситуации не фиксировано. Оно зависит от того, в каком физиологическом режиме находится человек в этот момент. И этот режим, среди прочего, напрямую связан с дыханием. Это не отменяет мысли, опыт, контекст, но показывает, что под ними есть более базовый слой, который работает быстрее и влияет сильнее, чем кажется. Дыхание почти во всех традициях рассматривалось не как вспомогательная вещь, а как базовый механизм настройки состояния. В йогической традиции, например, пранаяма обычно переводится как «дыхательные практики», но это довольно грубое упрощение. В классических текстах речь идет не просто о дыхании как воздухе. Там используется понятие прана, как нечто, что связано с движением, с внутренней динамикой. И дыхание — это лишь один из способов на это влиять.
То есть сама идея не в том, чтобы подышать глубже, а в том, чтобы через дыхание изменить общее состояние системы. Поэтому там так много внимания к ритму, к паузам, к соотношению вдоха и выдоха. Это не про легкие, это про управление состоянием через ритм. Если посмотреть на хатха-йогу, которую обычно воспринимают как набор поз, там вообще другая логика. Сами по себе позы — это только половина процесса. Вторая половина — это синхронизация с дыханием. Причем не просто вдох-выдох, а конкретная привязка движения к фазе дыхания. Без этого поза остается просто физическим упражнением. С этим меняется внутреннее состояние. И это хорошо видно на практике. Одно и то же движение, сделанное без внимания к дыханию и с ним, дает совершенно разный эффект. Похожая история в боевых искусствах. Если смотреть со стороны, кажется, что это просто техника движения. Но если копнуть глубже, практически везде есть работа с дыханием. Удары, перемещения, удержание позиции — все синхронизируется с дыханием. И это не случайно, потому что дыхание задает ритм, а ритм задает состояние. А состояние уже влияет на точность и реакцию. То есть это не добавка к технике. Это часть самой механики. В китайских практиках, например, в цигун, дыхание вообще рассматривается как способ работы с внутренними процессами. Там есть понятие внутреннего дыхания, где важна не только физическая фаза вдоха и выдоха, но и ощущение движения внутри тела. И опять же, это не про воздух. Это про изменение общего режима, в котором находится организм. Если перейти к буддийским практикам, там дыхание используется иначе. Не как способ что-то изменить, а как инструмент наблюдения. В практике анапанасати, например, внимание направляется на дыхание, на сам процесс вдоха и выдоха. И за счет этого постепенно меняется состояние ума. Но не через усилия, а через стабилизацию. То есть дыхание становится якорем, который выравнивает восприятие. В ведических текстах дыхание тоже упоминается не как отдельная техника, а как часть более общей системы. Там есть описание того, как через дыхание можно влиять на состояние, на концентрацию, на устойчивость. Но опять же, это не оздоровительная гимнастика. Это элемент настройки. Если посмотреть на славянские традиции, там нет такого системного описания дыхательных практик, как в Индии или Китае. Но есть косвенные вещи. Например, в обрядах, в пении, в движении дыхание всегда встроено в процесс. Протяжные звуки, ритмичные действия, определенный темп — все это влияет на дыхание, а через него — на состояние. Просто это не оформлено как отдельная техника, а встроено в культуру. И если все это собрать вместе, получается интересная картина. В разных культурах, в разное время, без связи друг с другом, появляется одна и та же идея. Дыхание — это не просто физиология, это механизм, через который меняется состояние. Причем меняется не на уровне «чувствую себя лучше» или хуже, а на уровне того, как воспринимается происходящее. И здесь интересно, что в современной интерпретации многое упрощается. Пранаяма превращается в дыхательную гимнастику, йога — в растяжку, боевые искусства — в технику движения. Теряется именно связка. Движение отдельно, дыхание отдельно. Состояние вообще как будто само по себе. Хотя изначально это рассматривалось как единый процесс. И тогда становится понятнее, почему один и тот же человек в одних условиях действует точно и спокойно, а в других — резко и с ошибками. Это не всегда вопрос навыка. Это вопрос состояния, которое задается в том числе через дыхание. Если дальше копнуть, можно заметить еще одну вещь. Во многих традициях важен не просто вдох и выдох, а пауза между ними. В йоге это называется кумбхака — задержка дыхания. В некоторых практиках это ключевой элемент. С физиологической точки зрения в этот момент меняется газовый баланс, активность нервной системы, чувствительность рецепторов. Но в традициях на это смотрели шире. Пауза — это момент, где нет движения. Ни вдоха, ни выдоха. И в этом состоянии меняется восприятие времени, ощущение тела,
реакция на внешние стимулы. Это фиксировали не как теорию, а как практический эффект. Если смотреть на это без терминов и философии, остается простая вещь. Дыхание задает ритм. Ритм задает состояние. Состояние влияет на восприятие и действие. И это наблюдается и в лаборатории, и в традициях. Просто описывается разным языком. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник. Она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается. Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь. Спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. «Путь сознания» — это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот, она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава — это отдельная настройка восприятия. Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль — это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути. Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.